Привет всем! Вы на канале Ирен Адлер. Сегодня будет видео с примеркой клипс. Я их показывала примерно в последних 3 распаковках. Что-то из этих украшений есть в магазине, чего-то нет и не будет, что-то продано. Если вам интересно, это вы сами посмотрите. Ссылка на магазин, как всегда, есть в моем описании. Ну, давайте начинать. Покажу сразу все клипсы, которые сегодня будут на примерке. Я взяла только крупные. И вот здесь вот и есть парочка мелких, потому что крупные серьги и клипсы сложнее всего представить, как они будут висеть на ухе и какой будут иметь размер. Так, я попыталась убрать волосы так, чтобы были видны серьги. И начну я с маленьких клипс. Буду показывать вам их крупным планом сначала. Это клипсы Дамаскин. Я говорила в распаковке, что они были слишком сильно покрыты патиной, но мне удалось их почистить. И выглядят они сейчас уже неплохо. Как говорится, имеют прекрасный винтажный вид. Выглядят они вот так. Они не очень мелкие, но и не крупные. Следующие клипсы тоже не очень большие, но они интересны тем, что вот здесь вот жемчужинки каскадные. Они прикреплены на пины, поэтому немножко они как бы так вот шевелятся. Возможно, это не так сильно будет видно, когда вы их наденете, но выглядят они вот так. Тоже клипсы средних размеров и такие вот живые. Мне они очень понравились именно вот таким вот моментом. А дальше пара клипс. Я их называла в видео тарелочками. Они вот такие вот вогнутые, цвета такого как бы состаренного золота. Очень красивые, минимальные. Для тех, кто любит минимализм и не слишком вычурные формы. Вот так вот они будут выглядеть. Они очень легкие, не давят на ухо. Ну, хотя, не знаю, если их носить долго, возможно, давление будет ощущаться. Но пока, в принципе, они не слишком сильно чувствуются на ушах. Дальше клипсы розочки. Вот такие цветочки. Еще лепестки здесь украшены такими вот шариками, как вы видите. Они тоже средних размеров, но уже выглядят более элегантно, так вот нарядно. Конечно же, подходят под все. Здесь нет цветных вставок, здесь нет особо вычурного дизайна. Поэтому, если вы любите вот просто такие вот золотые украшения, это прекрасный вариант. И они не слишком тяжелые, потому что они не полностью заполнены металлом. Эти клипсы австрийские, у них есть даже маркировка Австрия. Следующие клипсы из двухцветного металла. Вот такие. Здесь несколько стразов, кристаллов. Они тоже средних размеров. Но для них я бы
как бы рекомендовала мочку уха такую побольше, потому что у меня вот ухо маленькое, и мне кажется, что они с меня могут и слететь. Ну, вообще, чем крупнее, конечно, клипсы, тем мочка уха должна как-то немножко быть покрупнее все-таки, иначе они под видом, под своей тяжестью, мне кажется, как-то сползают. Ну, в общем-то, двойной цвет металла, вы знаете, сейчас очень актуален, тем более здесь даже текстура у металла разная. Как вы видите, серебряный цвет полированный, а золотистый матовый. Серьги в стиле 80-х. Очень актуально. И еще из, можно сказать, той же области клипсы с двухцветным металлом. Вот такие вот как бы кусочки цепочки. И тоже здесь желтый металл золотистый полированный, а серебристый имеет даже такую вот немного текстуру. Такие серьги подходят абсолютно ко всему, особенно если надеть какие-то крупные цепи, они вообще будут выглядеть как комплект. Но это если вы любите, конечно, комплекты. Если хотя бы, даже если не комплекты, а как сейчас это более актуально, это не комплекты украшений, а украшения, которые немного подходят друг к другу по дизайну, по цвету, по сочетанию вставок, кристаллов, камней. Ну, вот как-то так. Так, дальше пойдут уже клипсы покрупнее. Немного покрупнее. Будем идти по возрастанию. Вот такие чешские клипсы с камеями. Конечно, это камеи пластиковые. Они украшены искусственными жемчужинами и белыми кристаллами. Пока эти камеи нравятся мне самой. Я их ношу с джинсами и с какими-то, ну, в общем-то, в принципе, не важно, с чем их носить, но чем украшения больше имеют винтажный вид, а камеи это всегда винтажный стиль такой, тем одежду нужно выбирать более современную, более трендовую, чтобы это не выглядело как бы совсем по-старому. Следующие клипсы полукруглые, абсолютно в стиле 80-х, и на них такая еще сеточка, украшенная кристаллами. Очень они красивые. Я бы сказала, что они достаточно крупные, и в то же время для них не нужна большая мочка уха, потому что соприкасание застежки идет, вот видите, на такой вот маленькой плоскости, поэтому они подойдут для любого размера мочки уха. И вот такие вот полукольца, я считаю, что выглядят они шикарно, очень элегантно и очень, не знаю, я всегда называю это украшениями для шикарных женщин. То есть это если вы любите такой вот шик, блеск и крупные украшения. Хотя крупные серьги всегда подходят больше, если вы не надеваете в области верха больше ничего, не перегружаете образ верхней части туловища другими украшениями. Так, дальше идут вообще очень крупные клипсы.
и они тяжелые. Вот такие вот узелки с белой и черной эмалью. Тоже клипсы элегантные. Для черно-белых образов, по-моему, это лучший вариант. Если вы любите черно-белое, контрастное. Вот. Еще одни. Так получилось, что практически все клипсы у меня собрались в черно-белой гамме. Вот такие вот еще геометрические клипсы. Они пластиковые. Эти вставки пластиковые, поэтому они очень легкие, очень удобные. Эти клипсы я пробовала носить, я выходила в них. Какое-то время ходила и не снимала ни на минуту. И, в общем-то, они ухо не надавили, легкие и очень такие вот, мне кажется, актуальны, потому что геометрические формы в украшениях, они всегда имеют какой-то особый шарм, мне кажется. Потому что цветочки, там какие-то финтифлюшки и завитушки, они надоедают. Иногда украшения хочется минимизировать с помощью именно такого вот дизайна. Еще одни клипсы, я бы сказала, тоже такого не вычурного дизайна. Вот такие вот с черной эмалью. Они тоже как сделаны как кольца, но вытянутой формы. Эмаль нигде не повреждена. Они тоже подходят на любую мочку уха. Смотрите, как шикарно смотрятся. Это уже действительно такие серьги крупные. И мне кажется, что чем женщина меньше и на ней, если крупные украшения, это точно так же, как и с одеждой оверсайз, например. Если женщина хрупкая, то в этих одеждах и в крупных украшениях она кажется еще более миниатюрной, такой вот элегантной, в крупных таких шикарных серьгах. Мне все время кажется, что это красиво. Ну, конечно, это все на любителя. Если вы, в принципе, не носите крупные украшения, то нет. А следующие клипсы очень интересные. И, конечно же, они тяжелые. Вот такие с багетными кристаллами по кругу, по центру. Черное стекло, кабошон из черного стекла. Вот для этих клипс точно нужны большие мочки уха, потому что у них есть вес определенный, и, в общем-то, им нужно место, за которое плотно закрепиться. Ну, они очень вечерние, очень богато выглядящие. Ну, конечно же, это украшения из 80-х и 90-х. И сейчас это как нельзя более актуально. Еще одни очень крупные клипсы, уже тоже с черной вставкой. Я же говорю, у меня сегодня какие-то черно-белые украшения. Вот такие вот огромные такие щиты, не знаю, как их назвать. Возможно, что из-за формы уха они у меня более вот так вот, видите, прилегают к шее, но зато сбоку вид шикарный. Крупные серьги, абсолютно стиль 80-х.
И у меня остались 3 пары интересных по форму клипс. Это морские звезды. Можно смеяться, но они тоже с черно-белыми кристаллами. Все кристаллики на месте. Утрат здесь нет. Вот такие красивые в морском стиле на отдых, в отпуск. Мне кажется, что они прямо зовут и манят, и через них слышно шум моря. Но это для тех, у кого, конечно, воображение хорошее. Вот так они выглядят. Они одновременно и шикарные за счет своего золотого цвета, и такие вот курортно-морские, потому что это морские звезды. Я считаю, что они великолепны. И последние 2 пары клипс с подвесками. Одни с жемчужинами. Посмотрите, какие они крупные. И само колечко здесь очень крупное. Очень это красиво сочетается. Клипсы, конечно, имеют вес. Они тяжеленькие, но они просто великолепные. Я их когда увидела, конечно, мне все сразу захотелось оставить себе, никому не отдавать. Но, знаете, там будет too much, слишком много у меня украшений, наверное. Хотя, возможно, их много не бывает. Но эти вот жемчужины, они шикарные. И последняя пара клипс уже с цветными вставками. Из всей сегодняшней коллекции они единственные с цветными вставками. Здесь вот такой зеленый люцит, а по бокам синие кабошончики. Вот так вот они выглядят. Как бы немного впереди эта подвеска находится. Однозначно они тяжелые. Я в них ходила. Записывала даже ролик, у меня есть на ТикТоке. Ну и в сторис я выкладываю часто такие видео. Так что, кто не хочет ждать долго примерок на канале, подписывайтесь на Инстаграм. Там я примеряю украшения очень часто. Записываю рилс и маленькие короткие ролики, в которых можно это все посмотреть. Ну, вот так вот это выглядит. Пока эти серьги я продавать не буду, я их хочу сама поносить. Мне они очень-очень нравятся. И несмотря на свою массивность и тяжесть, ну, хотя бы чуть-чуть вот так вот вышел на улицу, походил, и они доставляют какой-то вот, я не знаю, большую радость. В общем, когда я их надела и пошла. Вы можете увидеть у меня видео, такое я в цветном комбинезоне. И как раз там зеленые есть листья, цветы. И вот этот зеленый люцит очень красиво с ними сочетался. В общем, подписывайтесь обязательно на мой Инстаграм. Я думаю, там тоже будет много интересного. И часто именно я выставляю там видео, сторис, в рилс, просто фотографии. Мне уже даже постить не всегда интересно бывает. Так что на сегодня это все. Если вам понравились примерки, ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду больше примерять и других украшений, не только серьги. Всем пока. До встречи в следующем видео.